Как показала практика, все мои коллеги, как тараканы, просто разбежались. Самый большой страх, который может быть у врача, это когда паническая толпа тебя что-то хочет, и каждый знает, что ты врач. Первые 2 недели это был просто для меня ад. Сидеть дома никто из нас не хотел. Поэтому мы с пацанами собрались, я их обучил, подготовил. Мы скинулись и купили броники. Вот так вот мы стали выездными боевыми волонтерами. Раненых было настолько много, что у меня все гемостатические бинты закончились за 2 дня. Просто прилетели самолеты, просто сожгли село. То есть все село практически осталось там навсегда. У них не было шанса на эвакуацию, не было шанса вообще ни на что. Просто в одну ночь раз, и никого нет. Чтобы нам заехать, мы едем по минам. Чтобы нам зайти, мы идем по минам. И мы оказываем помощь уже непосредственно на месте. Мы работаем, мое подразделение, мои люди работают там, где никто из волонтеров не работает. Харьков для меня был всегда определенным особенным городом. Я был здесь до войны всего лишь 2 раза. Сам я не с Харькова, я с Луганской области, с города Старобельск. В то время я был, скажем так, сотрудником Международной организации Красного Креста и ездил сюда по работе. Я любил сюда приезжать, в особенности для меня парк Горького – это просто парк а-ля всего мира. Это был самый прекрасный парк, шикарные аттракционы, всегда было чистенько и восхитительно. И здесь, в принципе, я познакомился со своей супругой. Харьков – это была моя любовь, как и моя жена, и мы здесь и остались. Это было непосредственно, даже не выбирали. Я работал на неотложной бригаде скорой помощи и учился в медицинском университете. Поэтому человек, который учится в медицинском университете, у него только одно хобби – это учеба и ничего больше. Ну и, естественно, спорт. Спорт, учеба, это саморазвитие, это все, чем я занимался, неважно, в Харькове, дома в Луганской области, везде. То есть пока ты развиваешься, ты человек, я так считаю. Ну, скажу откровенно, я знал, что будет война, где-то был в этом уверен, где-то числа 22-го, поскольку в сети и не в сети гуляла информация о том, что враг расконсервировал большие запасы крови. Я как медик понимаю, что если данный запас расконсервировали, то плазма крови больше не замораживается. А это очень, скажем так, бесценный ресурс в военное время. И я уже понимал, что будет 100% вторжение. Конечно, не понимал масштабов, я думал, это будет что-то другое. Утро 24 февраля началось со взрыва. Мы очень хорошо слышали прилеты самых первых ракет. Это непосредственно было за окном. То есть окна выдержали, но пошатнула квартиру очень сильно. И первую фразу, которую мне сказала жена: какой идиот запускает салюты так поздно ночью. Поэтому, к сожалению, эти идиоты запускали не салюты. Да, мы сразу спохватились, и у нас был примерно план, что делать, если. Что делать, если противник подойдет к городу, что делать, если зайдет, что делать, если начнется авиационный налет. То есть мы уже за пару дней планировали, как это должно развиваться. Уже собран тревожный чемоданчик, то есть у нас не было вот этой паники, мы просто взяли сумочки и дружненько пошли в метро. Первую ночь, первые сутки, скажем так, мы провели в метро, я провел их рядом со своей семьей. Единственное, о чем думал, это я хотел пойти в армию сразу же, в принципе. То есть взять автомат в руки для меня не имеет какого-то страха и так далее. Поскольку война, мой край слобожанщины пришла в 14-м. Мы это все уже видели, этих людей с автоматами, эти взрывы. То есть для меня это не новый. Меня отговорили от этого, поскольку я был из тех дефицитных специалистов, которые остались на месте. Как показала практика, все мои коллеги, как тараканы, просто разбежались. А медик на месте должен оставаться в любом случае, поскольку не все успели уехать, не все успели эвакуироваться, стало тяжело. Пенсионеры, напуганные люди, паника. Это самый большой страх, который может быть у врача. Это когда паническая толпа тебя что-то хочет, и каждый знает, что ты врач. Это просто нереально. Мы устроили военный медпункт, там нашли носилки, сбили там столы. Тогда, конечно, это была паника. Тогда каждый друг друга подозревал, эти телеграм-каналы, эти чаты, эти ДРГ. Ты русский, нет, ты русский. То есть были такие моменты, которые вызывали, конечно, у людей ко мне недоверие. Слишком много знаю, значит, явно не гражданский. Вначале было все очень сложно, потому что медикаментов не хватало, людей было очень много, очень быстро закончились сахароснижающие, давление снижающие и ингаляторы у астматиков. Поскольку я сам являюсь астматиком, это еще один момент, почему я не пошел в армию. Я знаю, что такое венталин и что без него не живут полностью. И мне приходилось даже отдавать своего ингалятор, чтобы оказать помощь на месте, потому что это подвал. Представьте, подвал, который в принципе не обслуживался как бомбоубежище. Пыли по колено, грязи по колено,
там теперь живут люди с детьми, пожилые и так далее. Естественно, одышка, естественно, дыхательная недостаточность и так далее. Первые 2 недели это был просто для меня ад. Это было нереальные моменты. Мы работали, помогали людям, устроили дисциплину. И только где-то через 2 недели мы смогли адекватно подавить панику. То есть из толпы сделался социум. Каждый отвечал: один за кухню, один там за туалет, один за медицину. И только тогда мы смогли вот чего-то, в принципе, добиться, таких вот рациональных моментов. Так как у меня был, скажем так, не боевой опыт, но опыт работы в зоне боевых действий, это станица Луганская, то я понимал, что сидеть и просто раздавать обеды, я не буду. Это нерациональное использование специалиста. Поэтому мы с пацанами собрались, я их обучил, подготовил, как действовать в машине в случае обстрела. То есть, что если будет открытая автоматная очередь, если будет реально угроза именно шрапнельного ранения, как действовать, как работать, как ложиться под двигатель максимально, чтобы закрыться. И что мы сделали? Мы скинулись и купили броники. 2 броника на 2 передних человека. То есть у нас водитель ехал в бронике и я. И ребята, поскольку денег было мало в то время, а бронежилеты выгребли просто везде. Милитаризм просто отдавал вот так вот все пацанам на фронт. Там, у них что-то заказать было нереально, потому что все склады вот так вот просто распахнулись в один момент, и все выдалось военно. Мы закупили плохие, скажем так, бронежилеты за свои деньги, и на всех не хватало, и нам приходилось ездить на Салтовку, когда шли бои, потому что, по факту, я вам скажу, в то время наши стояли на 602-м, а уже за ним, по факту, без бинокля было видно кацапов, и были вплоть до того, что были перестрелки между БТРами. Я не говорю об там контрбатарейном артиллерийском огне, это был весь Харьков поражен. Мы были там, где еще с автоматов поливали, поэтому... Мы помогали вывозить раненых, оказывать помощь на месте. У меня была хорошая укладка, скажем так, я говорю, я готовился. И она вся ушла дня за 2. То есть раненых было настолько много, что у меня все гемостатические бинты закончились за 2 дня. И приходилось просить в больницах и так был дефицит. И вот так вот мы стали выездными боевыми волонтерами с этого момента. Потому что сидеть дома никто из нас не хотел. Кормить население, конечно, надо, но надо и работать и там, потому что когда туда придет тыл, неизвестно, а люди злые, люди не понимают уже, чего они хотят, поскольку война выбивает из человека все. Он 10 лет копил на этот дом, чтобы за 15 секунд вот так вот просто ни дома, ни машины, ни семьи. А теперь вопрос, приходят те, говорят, это тот снаряд, приходят эти, это говорят, это этот снаряд, и ты стоишь, просто смотришь на свой дом и говоришь: сука, за что? И все. И к этим людям нужно ездить. Этим людям нужно помогать. Ты приезжаешь к ним, они тебя не то чтобы не рады видеть, они не рады видеть вообще никого, они не рады видеть войну. И ты им объясняешь, что вот это так случилось, потому что надо сейчас эвакуироваться сюда, потому что бой будет возвращаться. То есть будет опять возобновлен наступательный потенциал противника. Бой опять пойдет сюда. Говорю, только в этот раз прилетит не в дом или в машину, прилетит в вас. И ты убеждаешь человека, ты забираешь его в город, уже передаешь волонтерам, которые работают на месте в штабах, и они распределяют. В то время еще таких моментов, как ВПО, формально практически не было, потому что ни один штаб не работал, ничего не работало, и волонтеры тупо, кто, сказать, бежал, не скажу, кто экстренно покидал Харьков во время активных боевых действий, подавали соседям ключи, чтобы смотрели за домами. И так иногда бывало, что даже подселяли, и хозяева не знали об этом. То есть там все марафетили, все делали нормально, на пару дней, пока соцслужбы не начнут этим заниматься. То есть шли на все ради того, чтобы помочь людям, рисковали очень сильно. Именно тогда я поймал свою первую шрапнель в броник. У меня до сих пор лежит такой кусок шрапнели. Мы уже понимали, что это такое, к чему надо готовиться и как это работает. Увидели страшную картину: мать, отец и 12-летний, так и не понял, девочка или мальчик, ребенок. Просто в обнимку, приваленные в доме, то есть вся семья погибла в один момент вот так. У них не было шанса на эвакуацию, не было шанса вообще ни на что. То есть просто прилетели самолеты, просто сожгли село. То есть все село практически осталось там навсегда. Это обычные гражданские люди. То есть разбросаны игрушки, велосипеды, никто никуда не бежал, никто никуда не эвакуировался, никто не готовился к войне. Просто в одну ночь раз, и никого нет. И когда мы нашли выживших, они были настолько перепуганы, что было сначала сложно установить контакт, потому что они не понимали, кто мы. Мы русские, мы украинцы, кто зашел в село, тут постоянно все так меняется. И мы предлагали им свою помощь, я их осмотрел, поспрашивали, что и как.
И они нам объяснили, что момент, откуда мы пришли, каждый день простреливается вражеским БТРом и снайпером. И вот у него кум пару дней назад пошел кормить гусей, и там и остался просто. То есть снайпера пристреливаются просто по гражданским людям. Нету никаких знаков опознавательных военных, оружия в руках, ничего. И как только даже гуси начинают гоготать, просто БТР из зеленки бьет по их дому, и все. Ну, они думают, что там, может быть, кто-то живет, кормит солдат, военных. Не понимаем, зачем. И это было очень страшно, потому что тогда, когда мы сидели, и у моего коллеги 3 пальца над каской, пролетела пуля в бочку, насквозь пробила. Когда мы поняли, что за нами началась охота, было очень страшно, потому что если бы ребята не прикрыли огнем сверху, ну, мы бы просто не вышли с этого села. И человек, который нам показал это село, он точно знал, что там происходит. Потому что когда мы выбрались обратно в Купенск и спросили у местных, они нам все сказали, что там, ну, там жопа, ребята. Там русские могут стоять даже на этой части берега, и там все об этом знают. Какая-то сволочь просто вышла и пустила нас на открытую местность. К сожалению, есть и такие вот люди, которые занимаются пособничеством оккупанта. Ну, сказать, что их, к сожалению, единицы нет, это не единичные случаи. Заниматься волонтерством с людьми, которых промывали полгода, это очень сложно. То есть, к сожалению, процесс коллаборационизма очень высокий. Не то чтобы коллаборационизма, а они верили в то, что им говорили, потому что все на той стороне официальные источники говорили только об одном. Там, что Харькова нет, что там Владимир Александрович бежал вместе со всем правительством и так далее. И они начинают тебе это рассказывать, типа, да вот же Харьков уже вот скоро возьмут, говорю, да не возьмут, говорю, если Балаклею освободили, говорю, Харьков-то точно не возьмут. И они верят, вот прям доказывают тебе, что они тебе рассказывают, что происходит в Харькове. Не то, что происходит в Балаклее, рассказывают, то, что у тебя дома происходит, и говорят, вообще-то вот так вот. Я говорю, ну не зовсім, кажу, ну вообще никак. Вот в чем суть работы. Мы работаем, мое подразделение, мои люди работают там, где никто из волонтеров не работает. Поскольку есть такие, знаете, медиа-волонтеры, которые приехали, Купенск свободен, все, до свидания, мы уехали. Или Балаклея. А есть ребята, которые работают еще тогда, когда даже полицию туда не перекидывают. То есть вот мы недавно были даже в Купенске узловом, и туда краном переставляют машину полицейскую, торовскую, чтобы проводить хоть какую-то первичную фильтрацию, потому что кацапы еще бегают в гражданке переодетые. И мы туда пробираемся как? Пешком. Мы тупо берем медикаменты, берем рюкзаки оказания помощи, мешки амбу для искусственной вентиляции легких и просто фигачим 5 километров в снаряге пешком по заминированному лесу. Потому что, ну, я, по-моему, показывал, что там за лесок интересно, что там за частный сектор. Мы сняли мины очень коварные, то есть комбинированные мины, и не лохи их ставили. Ну, она должна была сработать. Просто чудом люди ее заметили, мы их 2 штуки обезвредили. По факту у себя под ногами. То есть, чтобы нам заехать, мы едем по минам. Чтобы нам зайти, мы идем по минам. И мы оказываем помощь уже непосредственно на месте. Потому что врачей там еще нет, а боевые медики, ну их мало, ребят. И у нас реально дефицит специалистов вот этих вот. И они заняты, у них своих 300-х просто нереальное количество. И мы вот вместе с ними в притирочку, скажем так, вместе с Кракеном, пока Кракен там вытягивает из люка, из колодца раненых кацапов, либо которые решили остаться, получить гражданство Украины, скажем так. Мы работаем прям там, то есть мы видим это все своими глазами, даже не в бинокль, ты это видишь визуально. Есть действительно люди, которые принципиально не хотят уезжать. Вот у нас был случай, у бабы Нины прилетел в сарай, а у мене ж не прилетел, а 2 раза воронка в одно место же не падает, и близко не падает. Ребята, падает. При нас 12 раз было попадание в одно и то же место, 12. То есть это даже не 2 и не 3 по теории там, относительности и так далее. 12 раз били в одно и то же место. Пытались докопаться до кабеля и перебить кабель. Поэтому бывает и падает везде, и прилетит 100%. Только вопрос, сегодня или завтра. Завтра уже, может быть, не будет. Я настойчиво умоляю вас, если вы хотите приблизить победу, если вы не хотите, я не могу сказать по-другому, не мешать компетентным специалистам, уезжайте. Покиньте место боевых действий. Поймите, что за одним гражданским в случае ранения идет как минимум 2 компетентных, обученных, дефицитных специалиста-медика.
И из-за одного гражданского попадают под обстрел реально компетентные специалисты, которые получают ранения. Ну, и, к сожалению, часто становятся 200-ми, они умирают. Из-за того, что кто-то просто тупо не захотел выехать. Одно дело, когда не успел. Одно дело, когда нет возможности эвакуации. Нужно там с детьми идти пешком, там по морозу, по полю, по снегу. Это одно дело. А просто на данный момент хотите остаться просто потому, что хочу. И кума лишается, и я лишаюсь. Вы просто действительно вы будете обузой для вооруженных сил Украины, для специалистов, для волонтеров. То есть, как минимум, за вами потом вас нужно будет в любом случае вытягивать. Это фронт, это война, это некрасивые картинки, это не романтика, которую вбивали в фильмах там, и так далее. Это кровь, это смерти, это горе. Я рекомендую настойчиво, очень. И вооруженные силы Украины, и волонтеры, и полиция, все рекомендуют покидать населенные пункты, которые вскоре окажутся в прифронтовой области. При отходе противник не воюет, он мстит. То есть нету доктрины войны, есть доктрина крови и мести. Поэтому все люди, которые возвращаются, вот там освободили циркуни, все, завтра к циркунам, там же у мене галька, там порося, там може ще кури є, а окна ж треба подивитися, вибили чи не вибили. Я вас очень прошу, пока официально Генеральный штаб, либо Харьковская военная администрация не во всех каналах, во всех Телеграм, Инстаграм, во всех социальных сетях не напишет, что от сегодняшнего дня люди, проживающие, имеющие прописку, могут безопасно вернуться домой. Только после этой команды вы можете ехать, потому что совсем недавно был случай по дороге, которая считалась саперами зеленой уже, подорвалась скорая помощь. Погиб водитель, фельдшер попал в реанимацию. Этот инцидент произошел на проверенной саперами дороге. Еще раз, скажем так, уточним этот момент. Туда, куда едете вы, во-первых, у вас нету карт минных полей. Вы не понимаете, что происходит, где работала полиция и саперы, где не работала полиция и саперы. Вы просто туда зайдете под каждым камнем, под каждой доской, под каждой шифериной или разбитой там аркой вашего дома может лежать взрывное устройство нажимного действия. Поднимаешь — взрыв. Вы останетесь инвалидом. И получается, что также вы на себя везете как минимум одну бригаду скорой помощи, которая, кстати, ехала на подобный инцидент и подорвалась. Не было бы инцидента, не было бы бригады, не было бы горя. То есть, по факту, вы мешаете работать компетентным органам. Разминирование не занимает 3-5 дней, как все считают. Но это не означает, что вы годом не вернетесь домой. Это означает то, что дайте время специалистам. Все работают на местах. Никто не бросил, не оставил города, не пошел дальше. Все города разминируются. И людей скоро будут пускать. Но пока что вам делать там откровенно нечего. Ваш дом может быть заминирован дом соседа и так далее. Потому что было такое, что вплоть до под трупов животных подкладываются гранаты. То есть твоя любимая собака, ты в любом случае к ней подойдешь, ты будешь ее хоронить, я не знаю, что-то с ней делать. И взрывается под ней граната. Они ложат мины нажимного действия под ковры. Как ты зашел, ты не понимаешь, под доской она. Ты на досочку наступил, все, ногу по берцу оттяпало моментально. А теперь вопрос. В тех городах, в которые ты получил ранение, через сколько к тебе приедет скорая помощь? И это не рана, это не плохое состояние, это даже не проблемы сердца. Это обильное травматическое кровотечение. А потом все будут винить, а вот скорая не приехала, а вот власти некомпетентны, а вот что-то там сделали не так. Нужно именно сплощать нацию и делать один украинский народ. И тогда у нас получится все. Потому что если будут какие-то распри, как раньше, мы с этими не будем работать, а с западенами не хотим работать, а это не хотим, а эти киевские, эти харьковские. Все мы будем одним народом, мы все будем украинцами. И я бы хотел реально, чтобы компетентные органы, такие как СБУ, взялась за тех, кто бросил свои посты, тех, кто убежал. Потому что люди, которые остались на местах, взяли в руки оружие и ждали командования. А командование пересекало уже границу с Венгрией и Польшей в то время. Я бы хотел, чтобы люди компетентные, которые остались здесь, получили определенные должности, которые они выбили кровью, защищая наши города.
И потом эту кровь и пот выбили с тех, кто убежал в начале. Это то, что я вот действительно хотел бы это видеть. В любом случае мы победим, и за нами последуют все. Мы будем примером. Вся Европа сплотилась вокруг Украины. Не как государство, а как насчет нашего народа. Мы единственные, кто мог остановить это иго, которое двигалось на капиталистическую Европу. Мы остались здесь, потому что мы любим свою страну. Может быть, не каждый ходит с прапором каждый день, не каждый там стоял на Майдане, но мы все любим свою страну. Мы харьковчане, вы харьковчане, любите свой город, теперь его и люблю я. Мы за него сражаемся. Сражались, сражаемся и будем сражаться. И мы победим. Слава Украине!